Сегодня я хочу показать вам частичку Уральских гор. Я нахожусь в национальном парке Зюраткуль. Всем привет, с вами Дэн. Этот парк находится в Челябинской области, и назвали его в честь вот этого озера. Это одноименное озеро Зюраткуль, одно из самых высокогорных на Южном Урале. Располагается оно на высоте 724 метра над уровнем моря. В переводе с башкирского Зюраткуль означает «сердце озера». Но после того, как построили плотину на этом озере, от сердца остались лишь одни очертания. На озере построили две плотины. Первую плотину построили в 1898 году для сплава леса, а вторую построили во время Великой Отечественной войны для выработки электроэнергии местным заводам-предприятиям. Плотина строилась в очень сложных условиях. Не было дорог, вокруг тайга, леса и горы уральские. Но все-таки плотину построили, запустили. Проработала она недолго, всего лишь около 20 лет. Затем она была закрыта. Заводы вокруг местные тоже закрылись, были нерентабельные. А плотина вот она стоит. То есть вот эта вот часть плотины — это дамба, которая преграждает озеро. Кстати, вокруг меня находится очень много хребтов. Вот, допустим, Зюраткуль, Малый и Большой Москаль. Это Нургуш. А там, за горизонтом, находится хребет Уринга. В озеро Зюраткуль впадает 29 рек, а вытекает всего лишь одна большая садка. Я сегодня не один, со мной Евген и модератор. Привет! И солнышко прям в глаза, сука, нам... Ой, светит. И солнышко прям в глаз светит в левый. Я его прищурил. Не балуйте. Это, ребята, остатки старой плотины. Здесь стояли турбины. И как раз в этом месте река Большая Садка берет свое начало. Вода устремляется вот туда вниз, проходит под дамбой. И сейчас мы подойдем к реке, посмотрим на нее. А вот и речка Большая Садка. У озера ученые обнаружили 12 стоянок древнего человека эпохи мезолит, примерно 12 тысяч лет назад. А я сегодня обнаружил стоянку современного человека с кострищем, дровами и мусором. В 10 километрах от озера примерно, ниже по течению реки Большая Садка, находится вторая небольшая маленькая ГЭС, гидроэлектростанция, мощностью 2 мегаватта. Вот там стояла турбина, вода попадала вот в этот вот бассейн через вот такой вот шлюз. Сейчас шлюз перекрыт, воды здесь нет. Обошел с другой стороны, вода вот тут вот падала, устремлялась вниз. И здесь вот домик остался небольшой. Это домик для шиберной. Сейчас покажу. Шибер можно было перекрыть воду. Вот здесь поднимался, опускался шибер. Здесь вот такой еще лючок. Можно вниз спуститься. Но лестниц нет. Нам туда с вами не спуститься. И вода утекала вниз. Также у этого бассейна был аварийный сброс. Вот он. Часть воды можно было увести в сторону. Озеро, конечно, красивое и крутое. Но горы круче. А уральские еще круче. Мы сейчас будем подниматься на хребет Зюраткуль. Вот по этой вот тропе деревянной. Крутой тропе. Малая медвежья тропа. Там, наверное, медведи есть. Малые медведицы. До вершины нам идти 5 километров. Из них 4 вот по этому деревянному настилу. Это как грунтовка, только из дерева. Это бревновка получается. По бревновке. А затем где-то метров 900 километр по Курумнику подниматься на хребет. Кстати, вот кусочек его видно, торчит.
Парк был организован 3 ноября 1993 года для того, чтобы сохранить уникальные памятники природы, расположенные вокруг нас. Кстати, я уже вижу 2 памятника природы. Опа, и жом. Даже туалеты есть, представляете, ребят? Так что приезжайте все на Зюраткуль. Мы были во многих национальных парках, и в Оленьих ручьях, и на Таганае. Но чтобы вот такие вот деревянные настилы, дорожки были, такое прям впервые видим. Прям вот упал бы и расцеловал бы в самое бревнышко дорожку эту. Настолько удобная. Такие вот красивые кормушки висят, очень похожи на улей. А где пчела? Кусь! Повсюду вот такие вот ручейки. Правда, вода какая-то не очень чистая. Они спускаются прямо с гор, с хребтов. Как раз они-то и подпитывают озеро Зюраткуль. Кстати, забыл сказать, что глубина озера от 3 до 12 метров. Озеро такое прилично глубокое. Поздравляем, вы прошли первый километр. Осталось еще 4. На тропе стоят вот такие вот удобные беседки, можно пообедать. Но нам кушать некогда, мы торопимся, потому что весь маршрут занимает где-то 5-6 часов. А у нас через 4 часа уже стемнеет. Не хотелось бы спускаться с гор по темноте, поэтому бежим. Ребят, смотрите, какой бурелом, везде деревья валяются, ветер выкорчевывает деревья прямо с корнем. Вот. Так что если бы не эта тропа, то подниматься на хребет было бы очень и очень нелегко. Все, деревянная тропинка кончилась, и мы дошли до геоглифа. Геоглиф лось. Вот такой вот лось размером где-то 190 на 300 метров. Сейчас будем поднимать коптер и попробуем его разглядеть. Никакого лося мы не увидели. Но это и не удивительно, потому что возраст этого лося около 3000 лет. Весь зарос травой. Все, ребят, начинаются Курумы. Там дальше будут вообще каменные реки. По ним так себе, конечно, неудобно идти. Особенно в дождь. Можно подскользнуться. Мы практически подошли к хребту. Все, ползем. Здесь уже снег лежит. Ну, понятно, в горах. Внизу еще пока снега нет. А тут, наверное, уже как месяц снег лежит. Ну, потихоньку, да, поднимаемся. Стали отдохнуть. Вот Курумы, снег. И вид на озеро прекрасный. И на хребет Нургуш. Осталось нам метров, наверное, 300-400 еще подъема. Вот так вот это все происходит. По скользким камням, по снегу поднимаемся наверх. Смотрите, камушек. Офигеть, вот это размерчик. Каменная река. Так, сяк и туда. Красные такие вот стрелочки, по ним ориентируемся. Нам туда вот надо. Прикиньте, да? По таким отвесным камушкам. Вот по таким вот. Тут вообще балкон. Сугробы практически. Остался нам последний рывок и будем на вершине. Вечная мерзлота. Да, даже летом. Ребят, все, мы наверху. Посмотрите на эти просторы. Мы находимся на высоте 1175 метров над уровнем моря. А вот и озеро Зюраткуль. Видите, сердце напоминает очертания. Фу, поднимались мы где-то 2,5 часа. Оттуда вот, а там поселочек также называется Зюраткуль. Здесь все Зюраткуль. Хребет, озеро, поселок. Но зато на вершине есть скальные станции. Они называются Медведи. Фу, сейчас тоже на них поднимемся. Вот такая, ребят, красота. Прикиньте. В ясную погоду, как сейчас, можно обзор, точнее, составляет около 100 километров. То есть вот там вдалеке хребты,
Это примерно 100 километров. Фу. Вот он, Нургуш. Уренгой вот так проходит. Блин, круто. Просто не описать словами. Ну что, медведи, здравствуйте. Высоко вы забрались. Это скальные останцы. Скала была, ее ветер, дождь, вода потихоньку вот так вот разрушает. И камушки такие вот маленькие остаются. И елочки, да, здесь вот такие. Карликовая горная уральская елочка. Еще немножко. И мы будем на медведе. Ребята, офигеть, смотрите. Какие виды. За мной медведь. Показываю вам виды. Ну все, ребят, мы это сделали. Мы наверху хребта Зюраткуль. Хожу тут между глыбами. Ползаю по медвежонку. Так, там какой-то город вижу впереди. О, впереди города и села видно. Какой-нибудь городок типа Сатки, Бердяуша. Все это в той стороне. И вот еще один скальный останец медведь. И еще один. Елочки, вон все в снегу. Здесь прямо Новый год в октябре. Не зря, в общем, мы шли. Просто потрясно. Я сначала думал, по ним птички скачут. Какое-то движение идет. А это снег тает, падает. Показалось, что птички прыгают с ветки на ветку. Вон макушки все в снегу. А это все тот же медведь. Решили вот перекусить бутербродами, взяли с собой шоколадки. Кстати, ну как вам горы уральские? Горы просто отличные. Всем рекомендую. Да, хотя бы раз в неделю подниматься на Уральские горы. Каждому рекомендую. Тут, ребят, вот скальные останцы за моей спиной и небольшое плато. Вот в той стороне. И все, вершина вся в елочках, в таких маленьких. В принципе, сильно далеко тут не пойдешь. Вот, в принципе, вот такой вот, ребят, Зюраткуль, хребет. Мы сейчас здесь еще посидим часик и будем спускаться. Приезжайте все на Урал, на Зюраткуль и офигейте от красоты вот от этой. Если понравился вам ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Все, давайте, ребят, всем удачи, пока-пока.